Всем привет! С вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков, большое спасибо. Вы даже не догадываетесь, что мы будем сегодня готовить. Самое главное, я в этом уверена, что это будет вкусно. Итак, я хочу, первое, поприветствовать на своей домашней кухне. И хочу предложить вам приготовить медальоны из свиной вырезки, маринованные. Поехали. У меня вот такая вырезка, я уже ее обработала. И сначала я хочу предложить вам заняться маринадом. Так, берем. Что нам для этого надо? Мед, горчица, растительное масло, соевый соус, лимон, укропчик, 3 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки соли. Теперь с приправами. На самом деле приправы вы можете использовать все, что вам, вот именно вам подходит. Очень хорошо использовать вот в данном маринаде приправу для гриля. Это будет очень вкусно. Так, у меня 2 чайные ложки пажитника. Все вот остальное по 1 чайной ложке. Так, это красный карри, чеснок, зира, паприка и кориандр. Это приправа как слива, ну вот похожа на сливу. Я даже не знаю, как ее назвать. Итак, начинаем. Для начала мы выдавим сок из 1 лимона. Многие любят использовать чеснок. Но я предпочитаю больше чеснок сухой. Ну, кому как нравится на самом деле. Такой костистый лимон, посмотри, ужас, одни косточки. Так, вот таким нехитрым образом мы выдавили сок. Теперь таким же нехитрым способом уберем косточки, чтобы они нам не мешали в нашем маринаде. В этом маринаде свинину можно хранить в холодильнике до 5 дней. То есть можно сделать заготовку и по мере надобности использовать. Так, сюда все приправы. Джимк. Так, теперь я положу 3 столовые ложки меда. Я люблю мед в маринаде. Это очень вкусно, а со свининкой это просто то, что вот нужно. У меня такой вот жидкий мед в этот раз. Отлично. Очень красиво. Так, следом соевый соус.
Соевый соус 4 столовые ложки. Соевый соус придает потом такой неповторимый цвет при обжарке или в духовке. Так, и 4 столовые ложки растительного масла. Тут по вашему предпочтению. Можно добавить оливковое. У меня рафинированное подсолнечное, без всяких изысков. Так. И теперь я добавлю 2 столовые ложки горчицы. Оп, нам нужно маленькое. Так, значит 4 чайные или 2 столовые. Горчицу можно взять с семенами, типа французской горчицы. Ну, и на самом деле тут тоже все дело в предпочтении. Главное как сказать, сама вот идея добавления горчицы. И теперь мы все это смешаем. Так, и соль, сахар. Все сюда. Теперь активно перемешиваем. Так, я перемешала все, и теперь я сюда добавлю укропчик. Но я его мелко не режу. Кто любит укроп, тот может порезать мелко и прямо вот так вот использовать. В моей семье не очень любят укроп, поэтому я вот такими кусочками, чтобы его убрать через сутки где-то, когда он отдаст свой аромат. Так, теперь мы займемся мясом. Мясо, вырезка свиная, конечно, она очень нежная. Поэтому я порежу вот такими медальонами и чуть-чуть их отобью, чтобы они были, ну, вообще нежнейшие. Так, я приготовилась отбивать. Но, внимание, я не буду прямо их так вот расплющивать. Я чуть-чуть их отобью, чтобы они лучше промариновались. Делаю это под пленочкой, чтобы не летели брызги. Ну, красота! Ой, так. Так, переворачиваем наши прекрасные, посмотрите, ну прям нежнейшее мясо должно получиться. Так, под пленочкой, чтобы не было брызг,
мы это сделаем под пленкой. Все, посмотрите, видите, не очень прямо в ноль, так сказать. Так, и я их тут же буду погружать в маринад. Так, вторая партия. Самое главное в вырезке – это подготовить мясо, срезать все такие соединительные ткани. Приступаем. Ультранасилие. Так, выскочил. Так, все готово, и сразу погружаем в маринад. Так, теперь погружаем свои золотые ручки сюда и все хорошо перемешиваем. Надо, чтобы каждая наша вот отбивнушечка промариновалась. Вот так. Маринад очень душистый, очень вкусно пахнет. Можно использовать, ну вот я вот укропчик, можно использовать тимьян, можно розмарин, любую травку, которая вам нравится. Это придаст неповторимость именно вашему блюду. Ваше блюдо превратится в авторское. Так, вот такие вот у нас отбивнушечки. Посмотрите, они все в маринаде. Вот так. И я их оставлю мариноваться на ночь. Но я вам опять же говорю, что в этом маринаде свинина может находиться до 5 дней в холодильнике. Обязательно в холодильнике. И, кстати, вот чем дольше находится, тем мясо будет более нежным. Так, моем ручки. Ну, на сегодня вуаля. Встретимся завтра и будем доготавливать наше мясо. Ну что, мое мяско провело в холодильнике целые сутки. И теперь мы сделаем кляр и будем жарить на рафинированном подсолнечном масле. Что я беру для кляра? Так, 2 яйца,
2 столовые ложки крахмала, мука, ну я думаю, что будет 4 столовые ложки, и вода. Нам нужно такое полужидкое, как тесто. Итак, начинаем делать 2 яйца. Так, присолим, размешаем сначала. Так, теперь сюда крахмал. Вот так вот прямо. Так, муки. И нам нужно тесто вот как на оладьи, чтобы и не очень жидко, и не очень прямо густо. Так, добавим. Можно использовать молочко или сливки, но я сделаю на воде. Вот. Вот, смотрите, какое. Вот в этом кляре и будем готовить наше мяско. Так, добавляем масло. Масло чуть-чуть присолим, чтобы оно не брызгалось. Так, ну что, еще холодное. Ждем, когда нагреется. Так, ну, уже нагрелось. И мы вот так вот купаем наше мяско. Ай-ай-ай. И сюда. Так. Все просто. Раз, два. И все готово. Так, я жарю на среднем огне. Так, укропчик нам не нужен, он уже все отработал, все, что от него хотели. Теперь мы просто обжариваем. Все. Ждем, когда обжарится одна сторона, перевернем и потом выложим на бумажное полотенце. Так, ну вот, переворачиваем.
крахмалом кляр должен получиться такой хрустящий. Ну, по крайней мере, и я так ожидаю, что он таким будет. Ну, запах фантастический. Ну все, у нас готово. Первая партия. Выкладываем на полотенце, чтобы лишний жир вышел. Ай. Так. И готовим вторую порцию. Готовим все точно так же. Ну, вот наш результат. И теперь я прямо хочу попробовать мяско. Смотрите. Очень вкусно. Очень нежно. Очень вкусно. Вуаля! Мясо маринованное в кляре готово. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, пробуйте готовить. И, конечно же, жду от вас комментариев. Понравилось вам, не понравилось. Так что всем пока.